диски же я вам обещал, да? А там эта транспортная компания, я не знаю, что-то еще не позвонила. Поэтому, если вдруг не привезут сейчас диски, то вы же в анкете оставите там что-то, да? Вам позвонят тогда, если что. Если вдруг завтра не получится, то тогда по анкетам можно, правда? Ну что вот так получилось. Все, кончайте. Вот вчера же вы были на лекции, помните, да? Вечером, да? Вот. И... Ой, что-то там слишком близко. Слишком близко я буду. Поближе. Может завалиться, да? А что делать? На перерыве надо будет это делать. Ой. Нормально, да? Хорошо. Вот. И вчера, когда вы были на лекции, я вас, тут вам рассказывал уже что-то, да? Вы же что-то запомнили, да? Вот. Какие у вас впечатления? Может быть, что-то для вас было открытием каким-то, что-то было таким необычное, что-то вас порадовало или опечалило? Вот можете обратную связь какую-то мне дать? Вот, мне интересно. Да, давайте, по очереди, кто руку поднимает, да? Круг общения удивительным образом влияет на нашу карму. Окей. Кто-то, на кого-то еще это оставило впечатление? На всех, да? Да, еще? Да? Выйдя из здания, уже начала думать о каждом своем поступке, мысли, слове, то есть задумываться, как это дальше может повлиять. Еще? Какие-то истории, может быть, примеры? Название никогда не задумывалась о том, что Вы встали, там все подумали. Никогда не задумывалась о том, что когда какое-то желание исполняет, свои желания, то потом это желание увеличивает. И вот я так задумалась, действительно так думаю, что действительно, чем больше что-то делаешь, тем больше это хочется делать. Скажите детали. Ага, представляете, вы зашли, а вам вот этот момент вам понравился. Это вообще для меня было действительно новым открытием. Первый раз я даже слышала от вас. И на самом деле вот так... Призадумались. Да. Еще? Может, что-то было? Еще давайте. Вы говорили, что у нас, допустим, кто-то может поклясть, кто-то может там наоборот благодать поставить. Да? То есть не у всех есть полномочия. Но вот у меня в жизни было такое, что, наверное, полномочий у меня не было, но желание у меня было такое огромное, что мне слышал на один раз полномочия дали. У меня у ребенка после травмы очень сильно болела голова, просто дичайшим образом. И в какой-то момент я взмолилась, в конце концов, сколько может мой ребенок. Можно не забрать мне боль вот эту? И получилось. Приложила руки к голове и почувствовала вот эту боль, как она пошла. И немного голова не раз болела. Честно. Я себя почувствовала сразу целителем. Вообще, все наши способности, как я вчера уже говорил, это чудо, чудесная вещь. Просто мы привыкаем к ней. И думаем, это как бы нормально. Но это все чудесные вещи. Еще что-то? Вот у вас было вчера впечатление? Да, конечно. Что? На меня произвело впечатление, самое глобальное, это вор, который оказался среди мудрецов. Вот, согласна, да. Неожиданно. Ну и, конечно, сегодня, вообще, сказочное время проходило вот это последнее. После вчерашней лекции мы еще со Славой долго беседовали, где-то до часа у меня дома. Утром у меня было запланировано просто поездка и добрые дела, да, и историцы, как раз вот вернулась, вот когда уже ехал домой в Челябинск, мне позвонили и сказали, что Хорошая вещь какая-то. ну да, очень много денег пришло.
Пришел эхо. Вчера у меня спросили, что является поступком. Вот там мы говорили про поступки, да? Но, а мысли являются поступком? А речь является поступком? Ну, молитва является поступком. Вот. И вот я хотел на этот вопрос ответить сейчас. То есть несем ли мы ответственность за свои мысли, слова и поступки? Но одинаковые это или нет? Он у нас то гудит, то эхо у него. Вот сейчас вот эхо. Вот, да? Чуть потише, да? Раз, раз. Нормально, да? Сейчас ничего не слышно. Вот. И я вот в далекие времена раньше за мысли судили так же, как за поступки. То есть, если человек в уме что-то делает, да, то это то же самое, если бы он сделал это наяву. Ну, про речь понятно, слова, они всегда засчитывались, за них судили. Вот. Но за мысли, когда люди были более чистыми, они могли контролировать мысли свои, ум контролировать. Их судили за мысли точно так же, как за поступки. Ну, то есть, если он в уме кого-то укусил, то это как будто он укусил действительно, его судили так же. Но в ту эпоху, в которой мы с вами живем, чтобы человека наказали за поступок дурной, его нужно действительно совершить. Если он в уме о чем-то дурном думает, да, делает что-то дурное в уме, то, конечно же, последствия есть. Но не нужно думать, что вообще никаких последствий нет. Знаете, какие последствия приходят? Желание сделать это увеличивает. И в конце концов человек может это наяву сделать. Поэтому последствия этих поступков в уме, они все равно есть. Вот. Но они, не такие, как если бы он действие совершил. Поэтому для того, чтобы реакции пришли за поступок, его нужно действительно сделать. Не только в уме, а действительно сделать. Это дурной поступок. А хороший поступок, человек даже может в уме что-то хорошее сделать, это будет так же, как будто он это сделал снаружи. Вот такие скидки для нашего мира. Это о чем говорит? О том, что даже в уме люди отучаются делать что-то хорошее. Поэтому скидки такие для этой эпохи, что хотя бы в уме начните, уже просто мысли уже не поворачиваются порой на какие-то хорошие, да? Поэтому даже вот так вот, хотя бы что-то пожелать хорошее, уже будет какой-то результат. Это относительно, является ли мысли действиями? Да, это является. Может быть, у вас возникли вопросы после вчерашней нашей беседы? Созрели вопросы? Пока у нас есть возможность сейчас вот пару минут ответить на эти вопросы, да? Вот я совершила какой-то поступок, не прилетел. Не прилетел. По затылку. То есть один раз. А ждать-то дальше надо еще? Кто его знает? Кто его знает? Это же такой сложный. Мы сегодня будем смотреть, будет такой элемент нашей вот второй лекции, да, когда вы поймете, насколько это сложная, запутанная вещь. Насколько это сложная, запутанная вещь. Поэтому ждать надо всегда. Но это сложно понять. Потому что это может быть и за другую же вещь. Вот. Но как, плюсами можно там, мы на третьей лекции, то есть завтра, будем говорить о таком виде деятельности, который может вот это все сглаживать и может вообще уничтожить. Вот. Карма, как карма, это негативная карма, она уничтожается, будем завтра говорить. Вот. А так непонятно, сколько, там очень много, там же видели виноградные листья, там сколько будет вообще. Про раскаяние буду говорить завтра. И раскаяния недостаточно, но нужно. Вот завтра расскажу про это. Да. Я хотела узнать, влияет ли на актеров желание героев, которых вы придумали? Влияет ли на актеров? Влияет? Вот у нас актер есть. Влияет ли на актеров желание персонажей, которые они играют? К сожалению,
Ну, то есть надо как бы выходить из роли, да, но вообще оно влияет. Скажите, пожалуйста, когда происходит ситуация, в которой я чуть не лишилась жизни, но по земным законам, да, не моя вина. Вот как это сказать? Ну, ДТП, просто вот авария, да, в которой я чуть не погибла. Да. И По вине, вот это... по вине кого? Не по моей вине. Да. То есть по ехали по правилам, да. Девушка просто на красный свет меня... То есть кто виноват? Ну вот я и хочу понять, то есть это мой какой-то поступок. Да, правильно. Помните, вот кто на машинах ездит, у вас же есть камеры стоят, да? Камеры, да? И потом, если вы там нарушили какие-то правила, вам приходят письма счастья. Приходят письма счастья. Вот. Это вот письмо счастья. Вот. И каждый из нас является инструментом в руках, судьбы для кого-то. И когда мы что-то получаем, то, конечно же, наша реакция такая, что это письмо счастья прилетело за какой-то там поворот неправильный. Вот. А это человек-почтальон. Но не нужно себя не надо считать почтальоном. Потому что почтальон, почему мы выбрали почтальоном для вот этой ситуации, да, для негативного письма? Потому что у него возникло внутреннее желание что-то негативное сделать. Допустим. Вот поэтому его используют, допустим, человек-молоток, да? Есть такие люди, которые используют как молоток. Но он хотел, он как бы внутренне хочет. У меня знакомый один, он такой большой, очень сильный, молодой. Вот. И каждый раз, когда он выходит на улицу, он там что-то так вот, что-то берет с собой, такой, зачем? Ну знаешь, вдруг нападут. И все время у него появляется повод подраться. Потому что он с таким настроем выходит. Поэтому он все время как-то сводит его с теми, кто тоже хочет, кому надо получить, и тот, кто может дать. Вот. И как бы их сводит судьба. Поэтому, если вы хотите, лучше быть инструментом хорошей судьбы для других. Если настроение правильное, то нам тоже будет пользоваться как инструментами, но для письмо с пенсией, там, да, какой-то выигрыш какой-то. Понимаете? Поэтому та женщина, она была инструментом в руках, может, несознательно, была инструментом в руках вашей какой-то негативной карты. Я, конечно, благодарна, потому что после этой ситуации... Вы оказались здесь, да? В голове, да. Ставилась на место, да? Самое следующее. Я днем буквально прочитала притчу Розову, там, про какого-то царя. Там буквально говорится, что если вы кого-то критикуете, обсуждаете, то вы забираете у него карму. А если вас критикуют, то это очень хорошо, что вы должны быть благодарны этому человеку, потому что он забирает у тебя. Если группа критикует, то они делят между собой, что это вообще очень такое, надо быть благодарным тем людям, которые тебя критикуют, но самой вот нельзя поделиться. Это вы просто поделились? Да, нет, это вот... Вы спрашиваете, правда или нет, да? Наверное, правда. Это правда, но там вот я знаю эту притчу, я притчу эту знаю, да. Про царя, про навоз. Да, я знаю эту притчу. Но это не значит, что сейчас, вы знаете, я буду специально так себя вести, чтобы меня критиковали или деградировали, а я не сделал. Да, и, правильно, это вот эта притча для определенного уровня людей. Для определенного уровня людей. И более высокий стандарт, не провоцировать людей на негатив. Вот. То есть не надо людей вдохновлять, деградировать. Не надо. Нужно наоборот хотеть, чтобы они лучше были. Да. Не критиковать это точно, да, точно. Я вам еще про ту историю расскажу, но это на завтра. Про критику интересную историю. Хорошо, давайте, вот мы уже все здесь, мы сегодня будем говорить, напомню, логику того, что происходит сейчас. То есть вчера мы говорили с вами, у нас 3 блока, и вчера мы говорили с вами о механизме того, как устроен закон кармы согласно Ведам. Вот. Я всегда говорю, уточняю, что в Ведах так говорится,
потому что, может быть, и другие мнения по этому поводу, эзотерические, там еще кто-то сам, тоже что-то видит, знает. Я говорю, это согласно вере. Отдельно тема, что такое вера, кто не знает, обратитесь, я вам расскажу. Те, кто знает, верят. Вот. И мы узнали с вами, что есть, с одной стороны, предопределенность. Предопределенность существует, это судьба. Она давит на нас в форме желаний, заставляет что-то делать. Вот. И она приводит в нашу жизнь какие-то события. На самом деле, как только события кармы заканчиваются, наступает смерть. Она говорит, освободиться от кармы, умереть значит. Как только карма закончилась, то все, конец жизни. Там, правда, новая карма и новое рождение, значит. То есть конец кармы – это смерть. Это значит, он дает свою карму на эту жизнь. Это смерть. Вот. И эта карма влияет на живое существо в форме желаний и в форме событий, которые происходят. Но при этом у нас есть возможность выбирать. И в зависимости от того, как мы выбираем, у кого-то маленький выбор. Вот. Между одной и двумя рюмками, допустим. Да? Но, тем не менее, выбор есть. И как только человек совершает выбор, правильный, хороший выбор, лучший из того, что он мог сделать, выбор у него увеличивается. И, то есть, первое последствие – выбор увеличивается, второе последствие – это как-то улучшает его судьбу. И мы рассмотрели с вами 4 варианта того, как можно влиять на свою судьбу. Да? Можно сделать хуже, чем запланировано, можно сделать лучше, чем запланировано. И как бы вывод, правильно, кто первый сказал, что я хотел до вас донести ту идею, что если мы общаемся с хорошими людьми, то нам могут приходить бонусы в форме хороших желаний, хороших устремлений, и, соответственно, мы можем очень сильно улучшить свою карму, улучшить свою жизнь, и желания поменяются, и, соответственно, события в жизни поменяются. Это то, что было вчера, и, соответственно, вам и близко я здесь стою, может быть, вы нас решаете. Да, я чуть-чуть стесняюсь, да. Вы можете вот сюда чуть-чуть? Можно вот это прошу? Просто я чуть-чуть меняю. Боюсь, как бы... А вы просто поставьте стул сюда. Бог вам нехорошо, да? Чуть-чуть видите, да. В ту сторону сдвиньтесь. Проход можно. Потому что я не комфортно себя чувствую, что сейчас задену кого-то. И сегодня мы будем говорить о том, то есть мы говорили хорошее и плохое, но определение хорошего и плохого относительно разные мнения есть по этому поводу. И сегодня мы будем говорить, вычислять, исследовать вопрос, что же действительно хорошо, что действительно плохо. Реально, да? И завтра, соответственно, мы будем говорить о хорошей деятельности. Вообще очень много разной хорошей деятельности. Но мы будем говорить об определенной хорошей деятельности, самой мощной хорошей деятельности, которую только можно делать, которая сильнее всего влияет на нашу судьбу. То есть завтра, когда мы будем говорить о коррекции кармы, мы как раз будем говорить о хорошей деятельности, плюсовой. Кто-то даже намочил тряпку. Вот. Тут салфетку. Дайте салфетку лучше. Мокрая тряпка, она не стирает то, что здесь написано. Мы будем говорить о деятельности, хорошей деятельности. Я лопату рисую здесь. Это будет завтра. Сегодня разберемся, что такое хорошо, что такое плохо. И вчера я вам приводил пример, что это действительно относительная вещь. Кто-то говорит, что хорошо. В каких-то кругах или пришел в гости, тебе водки налили, да, и как бы надо выпить, это хорошо, правильно? Не выпьешь, это плохо. Так ведь? Там где-то говорят, мясо это полезно, в других местах говорят, мясо это вредно, это плохо. Где-то говорят и так далее. Да, спасибо. Какие еще примеры полюсов? Одна и та же вещь в одном месте это хорошо считается, в другом месте плохо. Есть примеры? Есть? Нет? Говорят, это хорошо. А кто говорит плохо? Еще где противоречие есть? Религия говорит, это хорошо?
Кто-то говорит опиум для народа. Правильно? Еще что есть, какие противоречия? Свобода личности в Европе, там, они тоже границы переходят. Переходят границы, да? Да. То есть там, допустим, в браке однополые, это хорошо. Да. А в других местах говорит сатанизм, да? Как это называется? Содомия. Содомия, вот так это называют. Еще примеры. Равенство женщин и социальность мужчины. Это хорошо? Кто-то говорит, это очень хорошо. Да? Как это общество, как это движение называется? Феминизм, да. А в других местах говорит, как плохо. Да, правильно? Как же разобраться? Мы вот будем сейчас разбираться. И для этого мы с вами сейчас проведем исследование, вместе будем этим заниматься. И вот те, кто вот с этой стороны, это одна будет группа, да, большая, а это вторая будет группа большая. Вы можете выполнять то задание, которое я сейчас дам, можете сами думать, да? А можете, знаете, к соседке или соседу повернуться. Ну, знаете, все разные, да? Кто-то там погружен в себя, и он думает, сейчас я вот там, да? А кто-то более социальный, ему надо с кем-то пообсуждать. Но вот сейчас решите для себя, как вы это будете делать. И вам нужно на чем-то это будет записывать. Свои размышления на чем-то записывать. На айфонах, там, на бумажках. Ну, у кого мозги остались, можно памятниками. Окей? Поняли, да? То есть вам нужно будет сейчас исследование провести и каждый вот, ну, там не так много будет, не так много будет записывать нужно, но лучше записать. Значит, представьте себе такую ситуацию. Вы сидите дома, все нормально, ну как бы хорошо, вот, отдыхаете. Неожиданно зазвонил телефон. Вы берете трубку, сейчас, трубку, и вам говорят, алло, слушай, выручай. Смотрите, номер незнакомый, незнакомый номер, какой-то многозначный. И говорят, слушай, выручай, тут сотворили новую вселенную. Новая вселенная вообще. Полно народу там. И никаких правил. Никаких правил там нет. Вот ты будешь творцом. Слушай, выручай, будешь творцом. Тебе надо составить для них правила, законы кармы, по которым они будут жить. Чувствуете ответственность, да? Вы же хотели, да? Периодически же там такое. Вспоминаете правителей наших, да, и говорите, о, что они не так сделали, да? Вот я бы на их месте там, да? Вот. Тут вам, знаете, даже государство, вселенную дает. И вы что хотите, любые правила, которые вы считаете нужными, важными, можете ввести туда. Мы, конечно, сейчас не будем все правила прописывать. Но давайте, вот те, кто с этой стороны, да, вам нужно написать такой список, хотя бы из 5 пунктов. Вот, первый пункт, и здесь пишите. Я считаю, что вот это хорошо. Я считаю это правильным, я считаю это добро. И за это добро, вот за конкретное вот это добро, я буду награждать того, кто его совершает, вот этим. И конкретно надо написать. Там, 5 рублей, или пирожок, или, я не знаю, здоровье, да? Поняли, да, задание? А вам нужно написать с этой стороны. Я считаю, что вот это плохо. И за такое руки буду отрывать. Понимаете, да? Уводите, да? Ясно, да? Вот я вам дам, сколько вам надо минут, как вы думаете? Минуты 3, да? Да, давайте 5 минут я вам дам. Если вы больше 5 придумаете, очень хорошо. Очень хорошо. Значит, 5 минут на составление кодекса законов кармы для нашей вселенной.
боги. Ну что, давайте узнаем тогда, что у нас получилось. Вот, если кто-то, значит, мы начнем, наверное, с правой стороны, да? С позитива начнем, да? Вы можете продолжить на кухне это вечером. Помечтать. Вот. Давайте мы... Давайте мы сейчас узнаем. Понравилось вам, нет? Да. Давайте мы возьмем вот этот вот плюс, да? Здесь минус происходит. Вот, кто хочет сказать, руки поднимайте, и мы начнем. Значит, надо сказать по одному. То есть каждый человек говорит самое, что он считает классным. Давайте. Давайте. Да. Не надо вот этот микрофон. А под духовной практикой вы что имеете в виду? А где другой какой-нибудь? Пока не понятно. Да. Уважение к старшим, да? Уважение. И за это что? Здоровье в следующей жизни, да? В этой нет, да? Окей, да? Встретил солнце утром. Сейчас вот. Да, не, вот вы ставили, потом вы. Ага. Накормил. Так. Ну, того 2-3 раза накормил. 2 раза накормил. Ну, встретил солнце, проводил. Пожалуйста, не обсуждайте сейчас уже ничего, что трудно сосредоточиться. Встретил солнце, Так. порадовался примеру высокой личности. Ну, Солнце. И за что вы за это делаете? Дадите ему? благодарность. Просто как, в чем она будет проявляться благодарность? Ну, что оно встало. То есть, если человек рано встал, да? Вы про это говорите? Ну, наверное, да. Ранний подъем. За это мы давайте что-то дадим человеку. Ребенка. Рождение детей, что за это дадите? Три часа отдыха каждый день. Значит, он меньше работает, да? То есть, чем больше детей, тем меньше работает. Окей. Да. Давайте, вот вы уже встали. Давайте. Смирение. Смирение. Перед кем? Перед вышестоящими органами. Окей. Смирение перед старшими. Что дадим? Разум. Разум дадим. Окей. Последний. Вот вы. Вот. Быть радостным. Так. Деньги. Вы хотите последний быть? Ну давайте, вы последний, да. Соблюдать экологию, да, это чистая пища, чистая вода, ну и чистый воздух. Чистое все. Окей. Давайте теперь посмотрим, какие у нас наказания. Что плохо? Что плохо? Желание изменить законы данной вселенной под себя. Ага. Изменение законов это плохо, и что за это вы хотите дать? А вы говорили о руки. Да. Если человек убивает другого человека, 5 жизней, он кто-то убивает. Ой, 5. Вот говорят жестоко. Посмотрите, жестоко говорят. А вы помните, когда вам на ногу наступают, да?
реагируете? Что вы за это хотите с ним сделать? А когда наступает на ногу кому-то другому, то мы сразу начинаем быть, ну это жестоко. А когда нам наступает, то почему-то мы не считаем, что это жестоко его там как-то, ну 5 раз убить его. 5 жизней, да. Передача агрессии при общении в любой форме мысли, слова, дела. Агрессия, и что за это? Ну, видимо, тоже логично, что я придумал какой-то вывод из всех пунктов и логики, что все возвращается, да? Но не, вы не подстраиваетесь, вы же независимый творец. Поэтому человек должен получить агрессию. Еще больше. Сколько? Меньше? Больше? 2 раза на ногу наступить. 2 раза. Посильнее. Вот это да, еще не скупитесь на наказание. Один. Какой хотите? Гордыня. Общественная работа. Сколько? 2 дня? Общественная работа. 15 суток. Еще кто хочет? Какие? Кто-то хотел? А еще одно можно? Нет, кто не еще не зажил. Вы? Что за это? Как накажете? Имущество лишить. Конфискация. Давайте посмотрим. Обжорство, говорят, плохо. За это что? Кормить, еще больше кормить. Окей. Хорошо. Давайте теперь, это было так, забавно, но тут есть большой смысл в том, что мы сейчас сделали, и мы можем его сейчас увидеть, этот смысл. Давайте я еще раз прочитаю то, что мы с вами натворили, да? А вы внимательно послушайте и попытайтесь уловить что-то общее здесь, в этом столбике, и что-то общее в этом столбике. Нам надо вынуть универсальный принцип, что такое хорошо и что такое плохо. Поняли, да? Сейчас я буду читать, вы внимательно слушайте и попытайтесь как-то это все обобщить. Хорошо? Я считаю, что экология, соблюдать экологию, то есть правильно относиться к природе, это хорошо. За это я буду награждать тем, что человек будет получать чистую воду, чистый воздух, все чистое. Я считаю, что уважать старших это хорошо, и за это я буду награждать здоровьем. Я считаю, что накормить кого-то это хорошо. Награду я накормил его 2 раза бесплатно. Я считаю, что родить ребенка это хорошо. Правильно? Нет, рано подъем это хорошо. Если рано встает, то мы его наградим тем, что у него родится ребенок, если его не было. Была проблема, то мы ему дадим ребенка. Рождение ребенка это хорошо. За это он будет меньше работать. 3 раза, 3 часа у него освободится. Я считаю, что смирение, признание моей власти или вышестоящей власти, это хорошо, за это я буду награждать человека разумом. Я считаю, что радоваться, быть радостным, внимание. Я считаю, что быть радостным это хорошо, за это буду награждать деньгами. Я считаю, что пытаться изменить законы, это плохо, за это буду руки отрывать. Я считаю, что убивать это плохо, за это я накажу, и человека убьют 5 раз. Я считаю, что агрессия в любой форме это плохо, и за это человека, ему тоже нужно будет испытать агрессию 2 раза. Я считаю, что это? Гордыня. Я так написал, что гордыня это плохо, и за это его на 15 суток общественных работ. Воровство считаю плохо, за это заберу у него все. Обжорство считаю плохо. Накажу тем, что его закормят
до смерти. Сейчас сразу не кричите, подумайте, несколько хотя бы времени, что-то общее попробуйте найти. И кто созрел, поднимите руку. Созрели. Да, давайте первый. Относиться к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Угу. То есть хорошо это относиться к другим с уважением, а плохо это не уважать других. Да. Такой, да? Ну, это очевидно. Это очевидно. Но плюс и минус это вы решаете. И вот я как раз и хочу вычислить, что же такое плюс. Вот молодой человек сказал, что плюс это когда уважаешь других. Это общее для всех. Сам вот туда первее поднял. Да? Да. Я, может, не понял вопрос? Да. Вы сказали обобщить? Обобщить все. Что здесь, что же такое хорошо? Хорошо. Я думал обо всем. Не. Да. И умножение несколько раз хорошего и несколько раз... Заметили, да, эту вещь? Ну, окей. Еще? Когда делаешь что-то для других, это хорошо, а когда вот что-то для себя, это плохо. Так вот вычислили, да? Ну, есть такая, да, тенденция? Если что-то, отдаешь, да? Это, как бы, мы посчитали это хорошо, да? А когда что-то забираешь, это посчитали плохо. Еще что узнали? Что-то можно еще сказать? Да? Ну, во всем хорошем здесь присутствует любовь, а в плохом любви. А какая противоположность любви? Страх. Антипод какой? Ненависть, да? Так вот. Здесь любовь, ненависть, да? Окей. Еще может быть... Раннее основание, то есть любовь к жизни, оно вознаграждается. Не сходится, да? Наоборот. Похоже, да, немножечко, да? Не сходится, не совсем сходится. Ну, то есть тут как бы он тоже для себя ранний подъем, да? Ранний подъем, нет, в смысле, что я имею в виду, что это любовь к жизни, но ранний подъем это любовь к жизни, а обжорство это получается плохо. Окей. Тоже любовь к То есть жизни, очень да? хорошо, любовь к жизни, она вознаграждается в итоге. Окей. Да? Осуществление себя больше с плюсами, и что я получу. И минусы это как будто кому-то. Кому-то? Да. У кого-то займешь себя. Окей. Еще что заметили? Еще не открыли вот очевидная вещь здесь есть. За все хорошее. За все хорошее. Получаешь тоже что-то хорошее, но не обязательно то же самое, что ты сделал. Такой вот вывод, да? Потом, Да. как правило, получается за это, получаешь то же самое. То же самое. Да. Окей. Еще вот там. И хорошее, и плохое, ты в любом случае за любой что-то получишь. Ну это очевидно. Это что их обобщает. Это их обобщает. Это не единственное, что их обобщает. Да? Все плоды превышают, Сделаешь чуть-чуть, а дают много. И плохое. Окей. Усиление того, что ты делаешь. Ну это то же самое. Усиление того. Может быть, как качество, то есть здесь благость находится сюда. Но вы решаете, что такое благость, ты же творец. Это что вы напишете список благости, а будет благость. Ну последний, давайте. Вы, ну если вот вы, давайте. Все, что бы я не хотел, чтобы мне делали, это плохо, я считаю, да? Получается, то, что я хотел, чтобы мне делали, это хорошо. Вот такой интересный вывод, да? Окей. И положительным получается идет развитие, при отрицательном идет как бы отрицание, уничтожение. Развитие и уничтожение еще такая пара, да? Вот вы почти восьмерку. Вот у вас был правильный момент. Я думал, кто-то догадается развить эту вещь. Смотрите, я еще раз внимательно послушайте. Я считаю, что уважение это хорошо. За это я буду награждать. Я считаю, что убивать это плохо. За это я буду наказывать. Так что ж такое хорошо? Что я считаю, я творец считаю хорошим, это хорошо. А то, что я считаю плохо, это плохо. Поэтому, если я хочу узнать, что такое хорошо, что такое плохо, что надо делать? Обратиться к начальнику и
спросить, алло, начальник, а что хорошо? Что ты считаешь хорошим? Что ты считаешь плохим? Мы, конечно, об этом сами придумали, да? Сказать, что однополые браки это хорошо. И почему нет? Кто-то скажет, а я думаю, это плохо. Но это наше мнение. Но кто-то же здесь, вот вы были творцами, да? Это же вы решали. И вы сказали, что вот это вот хорошо. Если кто-то так будет делать, я буду награждать. А вот это плохо. Если кто-то будет так делать, я буду наказывать. Это ваша воля. Вот это и есть хорошо и плохо. Такая простая вещь. Поэтому, если хотим узнать, что такое хорошо, что такое плохо, надо набрать Творцом. Алло, Творец. Узнай закон. Начальник, скажи, что делать, что хорошо, что плохо. За что ты награждаешь, за что ты наказываешь. Видите, как все просто. Но это, как бы, очевидная вещь. Но почему-то сразу догадались. В Питере сейчас было, они первые, что сказали, они вот так сказали, я хорошо. Я думаю, о чем вы дальше говорите, сразу ответишь. Но вторая вещь, которая во многих местах прозвучала, это то, что вот здесь, вот в этом столбике, правильно, вот такая вещь, отдавать. Смотрите, уважение, что такое уважение? Это значит, я кого-то уважаю, есть какой-то другой, да? И я вот что-то для него делаю. Как-то почтение выражаю. А воровать, это как бы я больше о себе думаю. Но вот если вы посмотрите, даже вот этот ранний подъем, да, относится в ту же сторону. То есть, согласно законам природы, если человек рано встает, совершает такую аскезу, отдает, да, он хотел бы поспать и подольше, но встает пораньше. Это отдает, знаете, круто, жертву передачу. За это его награждают. Мозги с утра лучше работают. Учиться легче. Говорится, в 2 раза повышается эффективность духовной практики, физической какой-то практики, в 2 раза увеличивается. Потому что ум еще не проснулся, легче все работает. Проблемы просто позже просыпаются, проблемы просыпаются после силы. Да? И я вам, это пока предположение, но я вам нарисую, нарисую вот такой знак, мы попытались его доказать. То есть первое правило, это то, что начальник считает хорошим, это хорошо. То, что он считает плохим, это плохо. Вот такое первое правило. Это точно. Но второе, вот здесь я нарисую там, где плюс, я нарисую вот такой знак. Вот этот знак один, а этот знак второй. Вот такая стрелочка. Этот знак означает сосредоточенность на себе. Этот знак означает рассосредоточенность. Эгоизм, альтруизм, может быть. Допустим, вот так, да? И вот смотрите, как интересно, что все вот эти негативные качества, которые вы написали здесь, украсть, бунтовать, воровать, не воровать, убивать, да, предательство, какие-то такие вещи. Они все возникают из одной особенности нашего сознания. Чем больше человек сосредотачивается на себе, тем меньше он замечает, что рядом кто-то еще есть, что есть еще интересы других людей. Вот пример привожу. Видите мою руку, да? Какого цвета, кстати? Желтоватая. Печень, наверное, выглядит, да? Вы видите руку мою тоже, да? А что вы еще видите, кроме руки? Вот да, вот что еще видите, помимо руки? Пальцы еще. Доску видите? Доску. Доску видите, стену видите, да? Видите, да? А сейчас? И вот точно так же, чем больше человек сосредотачивается на своих интересах, тем меньше он начинает замечать интересы тех, кто находится рядом. Что такое украсть? У меня есть интерес. У меня был случай в детстве. У меня было славное детство, читарянское. Под Сатурном я там родился. Было такое непростое детство. И как-то раз мой друг
в детском садике моем. Нижний возраст, 7 лет. Вдруг притаскивает 90, какой там, 70, какой-то там, 80-й год. Притаскивали, значит, 100 рублей. 100 рублей это была зарплата. Значит, 4 бумажки по 25 рублей, какие фиолетовые еще. Ну, то есть, значит, на рубль можно было купить 6 бутылок лимонада, да? И еще коржиков по 7 копеек. Он притаскивает 100 рублей. Это обалденные деньги. Мы в парк пошли, то есть в парке можно всю жизнь было на эти деньги. Там 15 копеек, 10 копеек стоил билет, там покататься начал. Да, помните? Я говорю, откуда? Откуда? Он говорит, да. И ну, значит, вот такая вот вещь. Потом я прихожу, значит, в садик, мы еще в садике были. И я смотрю, воспитательница, наша воспитательница, полная депрессия. У нее украли зарплату. Это была ее зарплата. И я смотрел, и так было больно смотреть, жалко было это. Очень жалко. Я подумал, я там ничего не подумал. А сейчас думаю, а вот можно было взять у человека эти деньги, если бы чувствовать, что она чувствует. Чтобы их взять, нельзя чувствовать. Человека, который стреляет в других, спросили как-то корреспондент, а что вы чувствуете, когда стреляете в других? Говорит, а как я буду стрелять, если я буду чувствовать? Вот как можно оскорблять человека, да, если вы чувствуете то, что у него внутри происходит? Чтобы оскорблять, нужно не чувствовать. И как только человек очень больше сосредоточен на себе, тем меньше он переживает, что будут чувствовать окружающие от его действий. Но он готов на любые поступки так, как ему очень хочется. Чем больше наслаждений он испытывает, тем более он становится черствым. Такой парадокс интересный. Я видел хроники, Вторая мировая война, Япония, значит, они воспитывают какой-то спецназ. Молодые ребята, подростки, инструктор стоит. Инструктор показывает китайца, огромный китаец, говорит, у одного спрашивает подростка, кто это? Говорит, это китаец. Нет, это не китаец, это бревно. Скажи, кто это? Бревно. Нет, кто это? Бревно! И все эти, кто там еще были, люди, просто закричали, это бревно! Это бревно! Он говорит, кто убить его? Они схватили палки и забили этого китайца. Это хроники, все пожалуйста. Чтобы убить, надо понять, это бревно. Дорогой пример, мне нравится пример, у нас, где я живу, в доме склад есть. Мы в частном доме живем. И есть склад. И на складе у нас кошка живет. Она работает у нас кошкой. Кошка работает кошкой. Водит мышей. Мы за это тоже кормим. И как-то захожу на склад. И значит, она поймала мышь. Вся морда в крови. Счастливая кошка, мышь орет, живая еще. Мышь счастливая. Вот вам не нравится, нет? Вы не любите мышей, нет? Если не любите, нет? А кошка любит. Вот когда она грызла эту мышь, а та еще пищала. Как вы думаете, что чувствовала кошка? И она чувствовала, как это вкусно. Соленый вкус такой, и замечательно. Еще надрывается. Интересно вообще. Но вот вы так среагировали. Вот почему кошка так реагирует? Потому что все ее сознание на языке. Ее сознание выходит дальше. А так как вы не едите мышей, да, то ваше сознание чуть дальше пошло. Вы подумали, о, для этой мыши неприятно. Потом подумали, может быть, как-то, отогнать ее. Уловили, да? Поэтому все дурные качества человека рождаются из сосредоточенности на себе. Все дурные качества оттуда рождаются. Чем больше на себе сосредоточен. И в современном мире, видите, да, везде плакаты. Наслаждайся. Это тебе наслаждайся. Прям так и написано. И вы будете счастливы. Ну, интересно, да? Люди становятся менее счастливы. У них проблемы, психологи появились. Раньше не было, в ведические времена не было психологов. Ну и там раньше тоже не было, некогда было. Они были, нечем было. Проблем не было.
Теперь все хорошие качества, и чем больше человек рассосредотачивается с себя, да, тем больше хороших качеств проявляется. Ну что такое родить ребенка, да? Это же проблема, да? Родишь его, а как потом, на дискотеку ходить? Это же жертва, да? Думает о другом. Думает о другом, окей, ладно. Жертва, совершу жертву. Допустим, забота о родителях. Родители, оказываются, живы еще. Надо что-то для них сделать. Когда появилось, чуть меньше стал думать о себе. И идеальный вариант, человек, который не сосредоточен на себе полностью, этот человек, самый хороший, конечно. Идеальный человек. Вот такое наблюдение можно сделать и из этих вот списков, которые мы с вами сделали. Первое, что то, что хорошо, это то, что начальник сказал. То, что плохо, это тоже то, что начальник сказал. И оказывается, вот мы как-то решили, что за сосредоточенность на себе будем наказывать, это некачественные законы, нехорошие качества. За рассредоточенность на себе, хотя бы чуть-чуть человек что-то внутри себя, да, будем утверждать. Вот такие выводы. И давайте еще подумаем. Вот когда вы совершали вот это вот исследование, да, какие у вас трудности возникли? С наказанием трудно было? Почему? Жалко было, да? Окей. Не хочется быть жестоким, да? А у вас какие были трудности, когда вы составляли эти? Легко это было, нет? А? Легко, да? Сложно было, или легко? А почему сложно? Всем хорошо было. А как это сделать, что-то трудно, да? Теперь смотрите, как поступает, вот так как вам позвонили по телефону, да, и попросили, да? Если, вот сейчас я вас научу, если вдруг вы подчиненный, что делать, когда вы не можете справиться с задачей. Допустим, вы подчиненный, есть начальник. Начальник что-то попросил нас сделать. И если у вас возникли трудности, что надо делать? Я сейчас вас научу. Надо позвонить назад начальнику и сказать: я готов это сделать, проблем нет, я хочу это сделать, я пытаюсь это сделать, но мне не хватает ресурсов. И вот подумайте, какими, внимательно послушайте, это второе задание, какими качествами, какими способностями нужно обладать вам для того, чтобы эти законы, которые вы сейчас составляли, вам было легко составить и воплотить в жизнь в этой вселенной, которую вы будете обустраивать. То есть, что вам необходимо для того, чтобы это все работало? Какие версии? По очереди, в руку. Понимаете? Да. То есть, вам нужно качество справедливости. Зачем? Чтобы лучше разбираться, да? Да. Окей. Там туда пойдем, да? Знания. Можно справедливость, а знания что? Знания. Хорошо бы точно знать, что хорошо, что плохо. Самому, да? Да. Окей. Мудрость, знания, похожие вещи. То есть что еще надо? Творчество надо. Окей. Чтобы интересные были законы, да? Нужны еще кадры. Кадры привлечь. Окей, давайте привлекем. Доброта нужна. Почему без доброты не получится? Почему? Если жестокий, то я всегда буду несправедливые законы делать. Любовь, вот говорят. То есть для того, чтобы мне правильно все сделать, мне нужно хорошо к ним относиться. Да, правильно? Интересно. Какое желание? Заниматься вообще этим. Если не хочется, то не надо, не берись, да? Сильный характер, да? Может, терпение? Потому что там столько народа, они же будут там, знаете, с ребенком не может справиться, да? Воспитать его как-то. Терпение. Окей? Ваша ответственность. Окей. То есть сделал, потом отвечает, да? Еще какие качества? Еще память. Что? То, что сделал. Память. Вот это называется всезнание. Хорошо бы все знать, да?
Потому что, чтобы правильно все судить, да, нужно все помнить. Что кто чего сделал. Да? Сострадание, чуткость, чтобы любить, поставить себя. Любовь, мы уже сказали. Вот кто-то вообще здесь бизнесом занимается, вот вы, что нужно, чтобы это все работало? План должен быть. Говорят, план должен быть. А что еще нужно? Убежденность. Что нужно? Цель результата. Цель. Смотрите, если я не знаю, зачем это все, как я буду делать правила? Вот я вам говорю, составьте закон. Но почему-то нам не сделать такой закон. Каждый, кто входит в эту дверь, да, он должен подпрыгнуть, крикнуть «Ура!» и сесть на место. Почему такое правило не вести? Давайте. А зачем? А вот я вам говорю, составьте правила. А вы говорите, почему сказать, а зачем? А к чему? То есть правила просто так не бывает, это глупость. Правила они должны к чему-то подводить, правильно? Мы ехали на машине, европейской стране, едем на машине, и там навигатор. Навигатор заморгал, он говорит, там впереди проверяет скорость. Будь осторожен. Я говорю, хорошая программа у тебя. Я скачал, у нас тут везде так. Подъезжаем дальше, стоит знак, уже не навигатор, а знак стоит. Через 500 метров вас будут снимать, приготовьтесь. Мы же приготовились. Через 500 метров стоит знак, и показывает, он снимает вас, и показывает, с какой скоростью вы едете. И говорит, через 200 метров будет настоящий фотоаппарат. Приготовьтесь. И когда мы подъехали, есть такое, да? Это везде так, да. Вот, подъезжаешь к тому месту, где фотоаппарат. Ну, какой идиот вообще. Его уже 3 раза предупредили, да? Он едет с нормальной скоростью. И я говорю, какой смысл? В туалете у нас выскакивает ковбой. И говорит, а вы превысили скорость. Вот это серьезное дело. И мне человек объяснил. Вот этот человек, который меня вез, он мне объяснил. А цели разные. Там цель такая, что в этом промежутке, вот в этом месте, там, не знаю, школа, вот, и дети там бегают. Поэтому надо там, чтобы с маленькой скоростью ездили, чтобы никого не сбил. В этом цель. И чтобы этой цели достичь, сделали вот такие вещи. Теперь, если цель другая, если цель собрать как можно больше штрафов, ну, допустим, то тогда будут же другие правила, да? Уловили, да? Вот. И это также, те, кто детей воспитывает, имейте в виду, когда вы ребенка воспитываете, то если вы сначала за одно действие его награждаете, а потом за то же действие его наказываете, он с ума сойдет. Надо, чтобы он понимал, что будет. И, соответственно, правила нужны такие, да, чтобы к какой-то цели подойти. А вот почему нужно вот так подпрыгивать здесь? Ну, какая-то цель должна за этим стоять. Поэтому у всех законов, вот этих законов, которые мы с вами составляли, законов кармы, у всех у них одна цель. Все законы, которые есть, да, почему вы решили, что вот за это нужно награждать? Цель какая? И все эти законы, они помогают к этой цели прийти. И вот вы не думайте, что Творец какой-то глупый человек. Он просто от балды там каких-то законов настругал. Ему интересно так посмотреть, а вот как они будут мучиться, чтобы это исполнять. Ну это какое-то зверство вообще. Вы знаете, он хороший человек вообще. Поэтому все законы, которые он сделал, законы кармы они называются. То есть законы кармы это не какие-то безликие законы. Это законы Творца. У него есть цель, ради которой все здесь крутится. Пока мы не знаем, что это цель. Также для того, чтобы эти законы воплотить, почему-то никто не сказал. Знаете, вы придете к себе на работу со списком законов, да, скажите, ребятки, будем этим законам следовать. Они говорят, окей, и никто не следует. Что нужно для того, чтобы они следовали? А? Мы сильными, всемогущими должны быть. Мы должны быть всемогущими. Мы должны, нет, сами это понятно. То есть, если мы не можем никак повлиять, мы не можем это сделать. Нужно силу обладать. Поэтому Творец должен быть всезнающий,
всемогущий, добрый, значит, зачем еще связываться с этим? Да? Справедливым это доброты тоже, да? И у него должна быть цель какая-то, ради как хороший к этому цели. Он хочет добра. Он знает, что такое добро, и хочет их к этому добру подвести. У него цель сделать им добро. Так вот, в чем же цель этого творения? Цель, ради которой эти законы работают, и которые подталкивают нас к этой цели. Ну, тут может мнение разделиться, конечно, но мы посмотрим, что Веды говорят. Веды описывают, открывают этот секрет. Они говорят, в чем цель этого мира. Вот, но сначала историю расскажу. Вы же не устали еще, да? Нет. Здорово. Однажды в одном царстве царь, у него было плохое настроение, то ли что-то ему там по интернету прислали, не помню. То ли свет выключили, то ли воду, не помню. Ну, короче, плохо было. И он так в сердцах, расстроенный такой, в сердцах сказал, ну, министр там, был министр рядом, он говорит, ну, куда Бог смотрит, скажи мне, чем он занят вообще? Министр растерялся. Он не знает ответ на этот вопрос. Мысль пришла, это, говорит, теистический вопрос, теологическая тема. Вы у священника спросите. Он священник, он, ну, скажи мне, брат священник, чем занят Бог? Тот смотрит царя, думает, что ты не так смотришь? Вы плохо. Говорит, мне надо книжки почитать. Можно дайте мне на исследование пару дней? Говорит, смотри, если не узнаешь, в пустую голову кормить не будем. Так он намекнул. Значит, священник, ну, домой, и книжки собрал в чемодан, ну, все там, все ценное взял и текать. Политическое убежище пришли, соседний, что тут, Казахстан, да? Казахстан. Политическое убежище в Казахстан. Бежит, значит, через границу, по дороге там пастух. Знакомый пастух, знаете, он такой, ну, большой, как это называется, папаха, да? Вот, овцы у него, они даже облизают там чуть-чуть овцы, после зимы похоже. Пахнет, он сам пахнет овцами. С этим посохом идет. Говорит, священник, ты куда бежишь? Говорит, да вот политическое убежище еще в Казахстане. А что случилось? Какие вопросы задают вообще? Серьезно, не знаю, как ответить. А что за вопрос? Чем занят Бог? Кто не знает, чем он занят? Я сам сомневаюсь, что непонятно, чем занят. Пастух говорит, да я отвечу на этот вопрос, давайте я схожу к царю, скажу, что у вас ученик. Ну, я на всякий случай все-таки. Не сходи, я. И он к царю приходит, значит, пахнет овцами с посохом. Овца какая-то рядом лежит. А он царю там говорит, я вот пришел рассказать, чем занят Бог. Может, ты уверен? Ты вообще соображаешь? Да, я все знаю, давайте. Ну, давай учи. Но, знаете, я хотел вам напомнить, что чтобы учиться, нужно быть в правильном положении. Вы должны сидеть внизу, вот там вот. Вы должны сидеть на троне. А иначе как с нами будет перетекать? Царь обалдел вообще. Но ведическая культура, он знал немножко ведическую культуру. Если человек, они ведические знают. И вот туда сел вниз, его посадил наверх и говорит, ну давайте, гуруджи, давайте. Это очень просто, чем занят Бог, я не знаю, чем он занят там дома у себя, но здесь он занят одним делом. Все, кто гордится, он спускает вниз, а все, кто смирен, он поднимает вверх. Это то, чем он здесь занят. Теперь, если мы уже обратимся к Ведам, то Веды говорят, что цель этого мира в том, чтобы научить человека, напишу слово такое на санскрите, называется дхарма. Дхарма, или это называется предназначение или обязанности человека. У человека есть определенная обязанность, предназначение, у каждой души есть предназначение. И когда человек следует дхарме, то это называется хорошо. Когда он нарушает дхарму, это называется плохо, за это наказывают. И дхарма состоит, там очень аллегорическое такое объяснение, что дхарму или религию сравнивают с быком. Ну, священное животное, бык. И у быка есть 4 ноги.
Так вот, у дхармы есть 4 принципа, 4 столпа. Веды не проповедуют, не навязывают какую-то конфессию. Веды говорят о принципах религии, об универсальных принципах, которые помогают человеку идти вверх. Универсальные. Эти 4 универсальных принципа таковы: чистота, аскетизм, милосердие и правдивость. Вот это 4 универсальных принципа, из которых состоит дхарма. И, соответственно, если человек следует дхарме, я сейчас объясню, что эти термины означают, мы сейчас разберем это все. Если человек следует дхарме, это хорошо, его за это награждают. Награждает вот тем, что вы там говорите, здоровье, там, деньги, еще способности, еще что-то. Это дхарма. Если он нарушает, у него забирают. Приходит боль, страдания, какие-то беспокойства. Вот. Что такое это определение этих терминов? Правдивость. Правдивость означает говорить о реальности так, как она из себя представляет. Это правдивость. Говорить правду, как оно, как вот есть, как вот оно действительно есть, я так и говорю, это правдивость. Когда человек... подождите. Ну, пока так, разберемся по-простому. Правдивость означает говорить реальность, говорить, как оно есть. Не придумывать, не обманывать, не накручивать, не искажать реальность. Когда человек искажает реальность, это нарушение. Это принцип, когда он ее не искажает, а говорит, как она есть, это следование этим принципам. Милосердие, слушайте, милосердие, означает, что есть кто-то, да, реально. Я веду к ним, я к ним хорошо отношусь. Мои действия, мои какие-то слова, мои мысли по отношению к ним хорошие. Есть такой, да? Относиться к другим так же, как ты хотел бы, чтобы относились к себе. Ну, ко всем, да. Ко всему миру, да. То есть милосердие, значит, хорошо относиться к другим. И даже, знаете, по-доброму относиться к другим. Милосердие, в принципе. Когда человек начинает жестоко относиться к другим, или какой-то части, это разрушает. Чистота, что значит чистота? Это помыться надо, да? Помыться, порядок дома, да? Сделать. Что в нем хорошего в такой чистоте? Чистота, мы имеем в виду, на самом деле, чистота внешняя, это проявление чистоты внутренней. Почему человек дома не убирает, да? Почему поеду бросил? Почему не моется? Это говорит о внутренней какой-то проблеме. Что мы говорим, о ком мы говорим, что это чистый человек? Вот чистые мысли, они какие? Какие они чистые? Положительно направленные на кого? На всех или на себя? Вот замечали, да, мы говорим, чистый человек, а грязный человек это кто? Какой мы говорим, это грязный человек? О себе думает. О себе, вот помните, то есть чистота, не чистота, это вот эти два значка, да? Один вот такой, это нечистый человек. И чем больше он о себе, почему, допустим, он не мог, он как бы поел и как бы, ну все, а что еще думать, зачем, что там рядом кто-то, какой смысл это? Поел, бросил, плюнул, ушел. Кто там придет, и какая разница? Да? Чистый человек, он, то есть идеальная чистота, это человек рассосредоточен в себя, да? И аскетизм. Аскетизм в этом мире, для того, чтобы что-то получить, надо что-то делать. Вот так устроено. Хотя бы подумать об этом. То есть аскетизм означает, такое определение из аскетизма. Человек делает что-то, может быть, неприятное для чувств, но правильное по законам кармы. То есть, смотрите, иногда люди делают глупые аскезы. Они сами придумывают правила. Вот сейчас буду стоять вниз головой, да, и должны прийти деньги. Придумал такой. Это аскеза тоже, да? Это же тяжело стоять вниз головой. Но это идиотская аскеза. Она что-то принесет, но ничего-то не очень хорошее.
Реальная аскеза означает, я узнаю, что вот если я хочу получить диплом университета Челябинского, что надо делать? Учиться, да? Вот надо совершить труд. Вместо того, чтобы по дискотекам шастать, да, надо уроки учить. Это аскеза. Но в итоге я получу диплом. То есть аскеза это когда человек, ну, может быть, делает что-то неприятное для чувств, но что-то правильное по закону права. Теперь эти принципы, как вы уже правильно сказали, относительно, да, как-то непонятно, а как ими пользоваться? Надо быть аскетичным. А как это? Какой аскезу? Поститься, может быть, да? Надо быть чистым, а до какой степени? Вообще о себе не думать? Или чуть-чуть о себе не думать? А вот правдивым быть, а насколько? Вот человеку сказать, знаешь, что нос кривой, это нормально? Ну, правду сказал, знаешь, брат, нос у тебя кривой, а уши маленькие. Но правду ты говоришь? Говорю, правду? Милосердным. А милосердным по отношению к кому? Своим? Или ко всем? А к животным? А к тараканам? Комарам? А вот как это будет выглядеть? Поэтому сейчас я опишу вам крайние точки этих принципов. Какой идеал, да, и какой вариант, что полное отсутствие этих принципов. Мы посмотрим, как выглядит тот и другой человек. Давайте посмотрим. Значит, стираю пока. Вот в правом углу у нас будет совершенство этих принципов, а в левом точно все нормально, да? Мы должны закончить же, да? 15. Через 15 минут, да? Мы хотим вот это сделать, да? Давайте сейчас перерыв. Давайте вот это сделаем, а потом перерыв. Хорошо, давайте вот это сделаем, а потом перерыв. Значит, давайте посмотрим здесь наверху. Первое, правдивость. Когда человек... Почему мы вообще обманываем? Почему мы искажаем реальность? Мы же бывает обманываем, да? Не хотим конфликта, да? То есть не хотим, чтобы мне было больно. Фантазию какие-то, да, как-то вот там что-то раз. Почему искажаем реальность? Обычно почему мы это делаем? Чтобы казаться лучше, чтобы что-то получить. Даже, допустим, ну чтобы тот не обиделся, мне же будет хуже от этого, если он обидится. Поэтому можно чуть приврать. Чуть-чуть приврать можно. Чтобы оправдаться. То есть за всем этим стоит какая-то выгода, согласны? Да. Корысть. Из-за корысти человек начинает немножечко привирать. Вот представьте, что вот у вас никакой корысти нет. Вот вы смотрите на мир, и нет никакой корысти. Вот что вы увидите? Какая реальность? Вот смотрите на мир, никакой корысти нет. Все хорошо. Все друг друга любят, думаете, да? Окей. Очень здорово. Дальше смотрим, еще не увидели. Полный альтруизм. Альтруизм полный. Дальше смотрите. Все равны. Вы уже далеко посмотрели, еще дальше смотрите. Никого нет. Мы дошли уже до сияния. Идем дальше. Что дальше? Бог. Окей, Бог. Дальше идем. Еще дальше идем. Бога уже видим. Что мы еще? Вот правду давайте. Правду. Истину, давайте истину. Какую? Я все, вот это истина, мощная. Дальше идем. Знаете, сейчас вам открытие. Вот если вот убрать все, да, всю корысть убрать, то знаете, какая истина? Сейчас вы удивитесь. Мы не боги. Вот это озарение может произойти. Потому что, да, значит, считать себя Богом. Это значит, что все должно, как я хочу быть. Правильно же, да? Как доказать?
Мы всегда расстраиваемся, когда вдруг что-то происходит не так, как мы хотим, мы прямо так удивляемся. Что такое вообще? Все же должно быть, как я хочу. Ведь я кто? Я же пуп земли. Все должно по моему желанию происходить. Все должны меня слушаться. Ведь я центр. Правда ли это? Это же неправда. И вся жизнь доказывает, что это неправда. Нас бьют по все время по башке. Это неправда. Мы не понимаем. Но вот если человек обретает вот этот принцип в совершенстве, то он увидит одну интересную вещь. Он увидит правду, что есть большое и есть маленькие. Мы маленькие. И что мы все время нуждаемся в спонсорах. Это наша природа. Вы обратите внимание, для того, чтобы быть счастливым, нам надо что-то съесть, что-то понюхать, к кому-то обратиться. Оно не происходит как-то вот, к какому-то процессу надо обратиться. То есть это называется на санскрите словом шакти. Шакти значит энергия. Потому что кто-то поддерживает эту энергию. Это правда. Так вот, когда человек видит правду, он видит, что есть один большой, который проявляется в разных, как природа, как люди. Вот. Вот. И я постоянно пользуюсь всем тем, что он мне дает. Вот эту правду мы почему-то не видим. Вот как в голову это приходит? Вот вы достаете свой сотовый телефон, кто-то задумывается, а мой ли это сотовый телефон? Конечно же мой. Чей же еще? Поэтому я с ним делаю, что хочу. А тело чье? Что за дурацкий вопрос? Мое. Что хочу, то и делаю. Очень хорошо, тогда не старею. Не болею. Не могу. Значит, не твое. Значит, как это называют? Временное пользование. Арендатор. Это просто арендатор. И вот когда до человека доходит вот эта вот реальность, он понимает, вот этот принцип правдивости в высшем проявлении выглядит как человек признает Творца и свое зависимое от него положение. И не просто на словах признаешь. Он начинает говорить: алло, Творец, я тебе стольким обязан, может, мне надо что-то делать, может, я что-то должен. Вот это правдивость. И такой человек, правдивый человек, в идеальном варианте, он начинает как-то советоваться с Творцом и спрашивать, а что делать надо, признает эту истину. Сложная вещь. Теперь давайте посмотрим крайний вариант неправдивости. Вот когда человек полностью на себе сосредоточен, как будет выглядеть этот принцип? Какова правда? А все вы мне кажете. Есть такие философии, они говорят, что это иллюзия. Когда я выхожу из комнаты, вас уже нет. Реальность только там, как я только куда не захожу, там реальность. Выхожу, там уже ничего нет. Такие философии есть, не меньше. Там много разных вариантов. И такой человек говорит, все должно быть так, как я хочу, звезды следствие меня. Люди ходят, это просто вот вы, это просто заставка для моей личности. Фон. Где-то я же должен рассказывать. Вы только для этого и существуете. Представляете? Вот такова правда человека. Он говорит, самое главное. Все, что вот мысли мои какие приходят, он пишет книги свои и говорит, реальность вот такая, как я думаю. Представляете? Написал, я думаю, мир вот такой, и написал книжку. Откуда он знает? Как я так думаю. А все, что я думаю, это правильно. Вот это вот крайний вариант здесь. Я его нарисую, ладно. Я обычно ежа тут рисую. Вот. Почему ежа? Вы знаете, вот эти ежи, они такие с иголками. Вот. Они не могут жить как бы, им скучно одну жизнь. Они иногда вместе сползаются, на иголки колят друг друга. Пока более немножко расползаются. Но скучно становится. Вот эти иголки, это вот свои хочу, я самое главное, и все должно быть, как я хочу. Поэтому эти иголки, это желание. Личные весть, личные желания. То есть, итак, правдивость здесь, человек становится смиренным, здесь очень гордый. Я творец, реальность такая, как я думаю. Теперь давайте посмотрим аскетизм. Это правдивость была. Теперь аскетизм.
Окей, значит, этот человек, аскетизм, значит, я сделал, как законы говорят, да? Если я признаю правдивость, да, признаю, что есть Творец, то аскетизм будет проявляться в том, что я начинаю делать так, как начальник говорит. Я узнаю, как правильно водить машину, как правильно воспитывать детей, как правильно есть, как правильно чего, вообще как правильно. И такой человек становится, как знаете, влюбленный человек. Влюбленный, он начинает просто телом, умом, речью делать то, что хочет объект его любви. Он думает о нем, он говорит о нем, он делает что-то для него. Да? Такая же любовь. Так же, да? Любовь вообще, знаете, что такое любовь? Жить его счастьем называется. Такой человек, даже если что-то неприятно, он, допустим, хочет спать, а он хочет есть. Но это не важно, что я хочу спать, он хочет есть. Вот это любовь называется. И вот аскетизм, это человек, который влюблен в Бога, да, очень аскетичный. Вообще, те, кто любит, это вообще аскеза. Но аскеза она становится, когда любви нет. Обратите внимание, когда любит кто-то, да, ему это в радость, там, воспитывать ребенка маленького, да, ну, в радость. А когда чужой ребенок? А когда человек, ну, вообще с детьми никак, это аскеза. Поэтому для людей, отвыкших любить, какие-то попытки жить для другого очень тяжело, поэтому называют словом аскеза. А так-то это любовь. Просто отвыкли любить. Как-то привыкли жить как-то, ну, для себя. И поэтому любить аскетично. Но вот это в высшем проявлении аскетизм, это то, что человек телом, умом, речью просто все время делает то, что объект его любви, Творец хочет. Теперь здесь как аскетизм будет выражаться? Я делаю все, что мне хочется. Я Творец, я пуп земли, все для меня. Никакого аскетизма нет. Он в полной гармонии с собой живет. Знаете, гармония с собой что означает? Означает, я просто делаю все, что мне хочется. Это гармония с собой. А тут гармония с Творцом. Это аскетизм. Теперь у нас осталось милосердие. Милосердие – это то, как он относится к другим живым существам. Как это проявляется в высшем варианте. Если он понимает, что все, кто вокруг меня находится, и все, что вокруг меня находится, ползает, прыгает, ходит, это все, у них у всех одно отчество. В паспорте у всех одно отчество. Богович. Вот родственники, понимаете? Это все родственники. И я хорошо отношусь к нему, да? То как я буду относиться к родственникам? Понимаете, да? Это есть, конечно, люди, у них написано на значке «Я всех люблю». Вот. И там я видел, возле метро стоял такой молодой человек и тренировался всех любить. Обнимал там всех, ну люди шарахались, правда. Но он продолжал тренироваться. Вот в этом. Знаете, говорят, надо любить ближнего. Но это невозможно любить. За что его любить-то? А если он такой страшный? А если он с усами такими, да, ползает? Ближний. Это же ближний тоже ползает там у нас в постели. Как? За что его любить? Он же сволочь. Мы не можем любить или уважать просто так. Чтобы уважать, нужно за что-то уважать. А за что уважать, он же не русский. Он же не русский, за что его уважать? Я уважаю только русских. Но вот этот человек, он может уважать всех, потому что он видит, он смотрит не на русскость, да? Он смотрит на то, что родственник. Одно общество. Поэтому он может ко всем относиться лучше, чем к самому себе. Милосердный человек. Там, знаете, святые, они там и медведей кормили. Кто-то из Серафим, да, Саровский? Да. Он и сам поел, и медведей накормил. Вот. Один из признаков, кстати, святого человека, что в его присутствии даже природные враги, они перестают разговаривать между собой. Под энергетикой какого-то чистоты. Соответственно, если этот милосерден ко всем, независимо русский он, с усами, с ушами, хорошо ко всем относится. Как этот человек, как у него будет проявляться милосердие? Никого кроме себя не любишь. Но может быть, у русских еще. Это не всех. То не всех, только тот, кто может быть в квартире живет. Вот. Нет никакого милосердия. Или
очень ограничена. И последняя осталась чистота. Чистота в высшем проявлении называется словом «любить». То есть полное забвение своих интересов означает любить, любовь. Вот. Нельзя просто ни о чем не думать, ничего не хотеть. Мы так не можем. Что-то хотеть надо. Вот. И человек, который хочет не для себя, влюблен в Бога. Чистота вот так проявляется. Когда как здесь никакой чистоты, только эгоистичный человек. И вот цель, говорит Веды говорят, что цель человека, ради которой этот мир был создан, в том, чтобы человек следовал этим принципам, этим дхарме. И высшее проявление этих принципов – это полюбить Творца. Вообще предназначение этого мира, он был специально создан для нас. И потому что тут есть две задачи. С одной стороны, эта задача в том, чтобы дать возможность каждому из нас попробовать быть без Бога. Так как в духовной реальности есть любовь, любовь означает свободу, означает любые желания исполнять. И если, знаете, у любви забрать свободу, то это рабство получится. А Богу рабы не нужны, никому не нужны. Это же неинтересно. Представьте, вам кто-то приходит, знаете, такой с печальным лицом таким, приносит где-то вам, дает вам что-то такое. Разве это приятно? Если видите, он страдает, его заставили, как-то не мясо. Кому нужны рабы? Это неинтересно, это скучно. Любовь означает «я хочу», «мне нравится». Но любовь означает, что есть возможность не делать, иначе это рабство. Поэтому, когда-то у нас с вами возникло это желание, а можно как-то по-другому? Можно как-то без любви вот к нему? Можно как-то по-другому попробовать? Вот, конечно, можно. Есть возможность. Есть возможность самому попробовать быть независимым, самому попробовать рулить, составлять правила, пожалуйста. И целый мир был создан для таких живых существ, для нас. Поэтому, с одной стороны, этот мир для того, чтобы мы могли попробовать испытать другие виды счастья. И когда человек испытал эти другие виды счастья, дать ему возможность сравнить это с тем, как было раньше. Да, все-таки лучше там. Вот в этом идея этого мира. И законы кармы так устроены, чтобы подталкивать человека к этому выводу. Если он идет вверх по этой лестнице, туда, то его награждают. Заметьте, да? Человек отдал что-то, его что-то дают ему. Почему? Потому что он начал в том направлении идти. Молодец, туда идешь. Он начинает забирать что-то, начинает ему боль причинять. Брат, ты начинаешь низкить тебя ценить. Вот в этом идея. И это, в принципе, наше естественное состояние. Любить — это наше естественное состояние. Во-первых, я еще расскажу, мы все нуждаемся в спонсорах. Кто-то должен нам это дать. Без одних мы не проживем. А вторая у нас потребность есть для кого-то жить. Вот зайдите к себе в комнату, закройтесь там, выключите интернет, телефон, телевизор, сядьте, успокойтесь, вы же хотели успокоиться, да? Успокойтесь, да? Успокойтесь, и вы никому не нужны. Какой смысл в одежде, да? В этих нарядах? Представляете? Зачем женщине тогда наряды? Зачем мужчин тогда пахать? Они зачем пашут? Чтобы потом как-то так купить там что-то. Наряд купить, да? Скажи, ты так мне нужен, да? Я чувствую, да, я кому-то нужен. Вы приходите, вы никому не нужны. Даже кошки нет у вас, которая там терется и говорит, вот спасибо, что накормил. Черепахи нет. Рыбок нет. Никого нет. Это вообще ужас. Мы хотим как будто быть нужны, согласны? Иначе какой смысл жить? Это наполняет смыслом жизнь нашу. То есть смотрите, вот эти потребности, но просто эту потребность мы удовлетворяем, вот хотя бы этому человеку нужны, хотя бы кому-то нужны. И да, это приносит счастье. Заметьте, каждый раз, когда мы кому-то нужны, это дает нам счастье. Вот. И чем больше мы просто отучились отдавать себя. И в этом мире для того, чтобы получить большее счастье, нужно больше отдать себя. Вот, допустим, пример такой приведу. Для того, чтобы получить счастье от еды, что надо сделать? Отдать себя еде, да? Тут
много не надо ее просто съесть. Но если вы хотите получить счастье от отношений с другим человеком, надо больше себя отдать. С едой там не надо проблем, да? Когда хотел, тогда съел ее, да? Ага, кисло-сладкий вкус. Через полчаса проблемы, да? Вот. Но если вы хотите от человека получить, если вы к человеку как к еде относитесь, да? Да, можно к нему как к еде, да? Там, как-то поел его немножечко, счастье получил, ну все. А если хотим счастья от эмоций, да, то к нему нельзя как к еде. Надо как-то больше жертвы какой-то. Тогда счастье от эмоций можно получить. И там дальше и дальше продолжается. И для того, чтобы получить вот это счастье от общения с Творцом, нужно все отдать. Ну тогда говорят очень классно. Но мы скупые, я не могу себя отдать. Ну чуть-чуть могу отдать вот эту пирожку. Вот до конца привыкли. Но законы кармы подталкивают и говорят, награждают, как только мы чуть-чуть больше себя отдаем, они сразу награждают. Как только начинаем меньше себя отдавать, как меньше служить, любить, сразу начинает наказывать. Так, вывод, который я хочу сейчас вот говорить. Уже можно не делать перерыв. Но у нас там есть дальше интересный, да? Вывод, который я хочу подчеркнуть, что этот мир создан для того, чтобы человек следовал дхарме. Вот. Когда он следует дхарме, которая высшее проявление его является любить, его награждают, чем ближе туда подходит. Чем дальше он идет к этому ежу, от дхармы, тем его наказывают. Но человек не может сразу вот так поступать. Что ему делать, я после перерыва расскажу. Еще будет продолжение. Значит, цель у законов кармы есть, вот это новое, может быть, для вас. У законов кармы есть цель, они есть слепые. И цель в том, согласно ведам, по крайней мере, веды, которые говорят, что цель законов кармы побудить человека следовать карме, религии, предназначению своему, не от темы, а от качества. И высшее проявление этой кармы – это любовь к Богу. Это наше изначальное положение. Но так получилось, что у нас появилось желание как-то попробовать самим быть Творцом, поэтому нам дали тренажер. В Википедии есть там это, песочница, да? Вот нам дали песочницу. И, конечно, не все так было мрачно, но мы заигрались, и стало принимать какие-то ужасающие формы. Я вас уверяю, что вначале это не было так печально. Все было очень более-менее возвышенно. Все было там, пошагливо, да? Сейчас это приняло форму каких-то казино, каких-то страшных сцен, но это до такого может дойти. Поэтому законы кармы, их цель – поднять человека вверх, И идеал привести вот сюда. Но человек очень привык поступать эгоистично, привык не следовать никаким принципам. И в тот век, в котором мы с вами живем, здесь специально вот место, железный век называется, Кали-юга. Специально рождаются те, вот самые те, кто вообще ничему не хотел следовать. Вот нас тут всех собрали. Но даже сейчас доступно знание, говорят, и законы, говорят, можно идти вверх. И вот сейчас я нарисовал эту лестницу какую. Потому что сразу ему сказать, знаешь, а вот надо отдавать что-то. Он не привык. Ему больно. Знаешь, нужно быть не эгоистом. А как, знаете, журнал есть эгоист. Любимый журнал. Как быть не эгоистом? Как быть милосердным? Только себе думать. И что, у него шансов нет? Значит, он грешник, и все, значит, он все время плохо поступает. Но оказывается, есть разные ступени к этому совершенству. Разные ступени. Допустим, пример я приведу. Вот когда человек ворует, это хорошо или плохо? Какой принцип это нарушает из этих 4? Чистоту? Милосердие, вот же кого-то обижали, да? Согласны, да? Да все нарушают. Воровство все нарушают.
Во-первых, аскетизм, потому что законы не велят, да? Чистоту он эгоист, да? Милосердие кто-то обижается. Правдивость, конечно, ведь он считает себя правым. Да? Уговорили, да? Вот если человек ворует, это плохо, да? Это плохо. Да? А вот если он ворует, а деньги дает в детдом, то это хорошо или плохо? Это получше. А вот если, смотрите, он никогда не воровал, а тут чуть-чуть украл. А вот человек все время воровал, а тут он взял и чуть-чуть отдал. Вот что лучше? Вот тот, который не крал и чуть-чуть украл, или тот, который все время крал, но в этот раз он решил отдать детдом? Или первый? Почему? Правильно. То есть вопрос вектора. И вот раньше дикари Древней Индии, которые говорили на санскрите, самый сложный язык в этом мире, у которых была единица времени, знаете, какой самая маленькая единица времени? Называлась 1 томарная секунда. Это время, за которое луч света, который со скоростью 300 тысяч километров в секунду, проходит расстояние в 1 атом. Это быстро, да? Вот это самая маленькая единица у дикарей Индии была. У них там это там написано. Я читал, об этом написано. Вот. И вот, значит, дикари Индии, у них было такое общество интересное. Они на людей делили по уровню развития сознания. И в зависимости от уровня развития сознания им предписывалось, слышите, такое, предписанная обязанность. Вот у них не было, как сказать, всех под одну гребенку. И двоечников, и отличников. У них учитывался уровень развития человека, и требования следования вот этим принципам зависело от уровня этого человека. И чем выше уровень, тем больше требовалось. Ну, то есть там никто не лез вперед. Потому что чем туда дальше вперед, тем больше нужно быть аскетичным, чистым, правдивым и милосердным. Классно, да, у дикарей было придумано. Это как Карл Энгельс и Карл Маркс, да? Карл Маркс, да, вот это вот теория, да? Фридрих, да. Значит, он когда писал вот эту свою теорию про борьбу классов, да, она везде подтверждалась, кроме как в Индии. Там никогда не было революции. Тысячелетиями существовала эта структура общественная, да, и там не было революции. Грехи с ногами никак вообще. Так вот, они учитывали, там была такая система, что для разного категории людей следование вот этим вот принципам было разное. И грехом считалось, когда человек нарушал принципы своей ступени. Вот если убрать это, да, то грех это вот это плохо. А хорошо это вот это, но я так не могу. А есть разные ступени. И грех это когда человек не следует тому, чему он может уже следовать, он этого не следует. Вот, допустим, приводили пример, допустим, из Писания, да? Вот, есть такое утверждение: зуб за зуб, да, глаз за глаз. Ну, это то же самое же, да? Так вот, это для определенной категории людей. То есть есть люди, которые зуб просто так могут выбить. И око тоже можно поставить на место. Просто так. Ну, они как-то просто ходят, у них большие руки такие, да? Они большие, ходят так, раз, вот, ты видел кому-то зуб. Вот им говорят, знаешь, вот не надо всем зубы выбивать. Вот если тебе вдруг выбьют, да? Вот вы уже так, да? То тогда можете ему тоже в миску выбить. Это нормально. Это уже аскеза, да? Он-то хочет всем выбить, да? А тут он говорит, знаешь, не всем надо. Но есть следующее предписание. Если ударить по правой щеке, подставь левую. Это же не для него, правильно? Он так не сможет, вряд ли он так сможет. Это для людей повыше. Им говорят, даже если тебе зуб выбьют, то ему не надо в отместку выбивать зуб. Чувствуете разницу, да? Это для разных категорий людей. Так вот, если
человек, допустим, находится на этой ступеньке, да, и если он вдруг прыгает на ступеньку выше, да, начинает каким-то более высоким стандартом следовать, у него проблемы возникают. Ему тяжело это делать. Он так аскетично. Вставать в 3 утра. Мы в 3 утра встаем. В монастыре даже. В 3 часа утра встаем. Это легко. Это легко. Если в 9 лечь, то 3 нормально. 3 встать легче, чем 6. Да. Вот. Правда, не ложится потом. Сначала, допустим, раз прыгнул сюда, ему тяжело, и он будет деградировать. Если человек прыгнет, он будет следовать более низкому, да, то тогда у него это падение. Бывает так, что человек следует какому-то уровню, да, но он уже вырос. Понимаете, вот как маленький ребенок, он нарисовал там какую-то, как это, каляка-поляка. И на стенку, родители на стенку вешают, и все приходят, вы посмотрите, чаду, что он рисует. Это же Рембрандт, да? Нет, это не Рембрандт. Представьте, ему уже 40 лет. Он рисует такую штуку. Ну, конечно, это может быть новое направление, да? Такое бывает в современной эпохе тоже, да? Но вообще это ненормально, да? И бывает, человек уже чему-то следует, да? Но он уже вырос. Он уже вырос, и ему надо, как-то, теперь его уже за это наказывают. Что раньше было хорошо, а теперь он это делает, а ему почему-то наказывают. А потому что он может делать больше, ему надо идти вверх. Чувствуете, да? Поэтому раньше была, конечно, система, как делать сейчас. Можно, конечно, опытным путем. Какой признак, что карма улучшается, да? Помните, да? Совесть проходит. Помните, говорит, совесть перестает мучить. Проблемы, ум успокаивается. Страдания уходят. Да? Вот. Это признаки, что лучше становится. Хуже – это когда проблем становится больше, совесть просыпается, да? Страдания приходят, значит, что-то не так. Можно опытным путем находить свой уровень, да? Ну, почитать вообще, списки-то есть. Списки вот эти вот, Конституция это есть, это доступно. Зайдите в интернет, просто пишите, что хочет Бог. Что хорошо, что плохо. Хотя бы вот это посмотрите. 10 заповедей. Да? Ну, есть же это, да? Есть принципы. Вот. Допустим, если возьмем христианскую традицию, да? Что говорят, надо делать? Молитвы, да, допустим, да? Какой принцип это? Аскетизм. Слушаться Бога. Молиться не себя заставлять, а у кого-то другого. Есть же такое? Вот. Сколько молиться надо? Час? Утро, вечером? Может, весь день? Как понять? Сколько можешь, а сколько можешь? Если я буду просто как я хочу, да, то, может быть, я делаю меньше, чем можно. Да, чувствуете, да? То есть лучше спросить. Хорошо, но вот в этих вещах, как правильнее, какого уровня, с чего начать, спросить у людей, которые разбираются в духовности. Кто такие духовные люди, как найти наставника, у меня есть целых 3 лекции, в интернете можете найти, как найти духовного учителя. Вот. Я 3 дня просто по 2 часа рассказываю обо всем этом. Вот. И я сейчас не могу давать свои какие-то варианты, потому что у нас здесь формат конфессиональный, хотя у меня есть, в чем я следую, да? Но так как у нас конфессиональный, я могу сказать только одну вещь, да? Что спросите у человека в той традиции, которой вы доверяете. Единственное, что человек должен быть специалистом. Потому что если вы будете изучать йогу по картинкам, да? Там есть йога, триконасана. Йогу вообще знаете, да? Триконасана как раз. И вы нагнетесь так, да? Как вам нарисовано. Раз, и нагнулся, и классно. Вы думаете, что, нормально все. Потом приходите в йога-клуб, накидаетесь так, а вам говорят, а вы же неправильно нагнулись. И так как вы нагнулись неправильно, у вас там что-то сломается. Есть такое, что если йогой заниматься неправильно, можно попортить здоровье.
Я говорю, ну давай поднимайся. Я поднимаюсь, меня ставит так, вот так, и не гнется. А мне говорит, ты вот так вот стой, это нормально, зато те мышцы, которые нужны, у тебя напрягаются. Они будут растягиваться, и тогда ты нагнешься. Вот это правильно. Так вот, когда по картинкам, да, оно как бы имитирует, да, но цель не достигается, потому что не те мышцы напрягаются. И вот этих ритуалов и всего остального есть смысл определенный. Если это просто как-то вот так делать, то не те мышцы будут напрягаться. Человек может, наоборот, хуже становиться. Гордыня, допустим, растет. А если специалист, вы пришли в йога-центр, а он сам по картинкам научился, поможет, думаете? Нет, он же сам не умеет. Чтобы понять, а какую мышцу он напрягать, он сам хорошо чувствует, какие мышцы, что это такое, он умеет это делать. Он смотрит на вас и говорит, ага, у тебя эти мышцы, ну-ка давай чуть поменьше наклон, зато правильные мышцы напрягаются. А кому-то говорит, что ты ленишься, ну-ка давай больше напрягайся. Поэтому нужен специалист, который поможет нам определиться, а с чего мне начать. Но мы живем в такую эпоху, что начать можно со всего. Что вот как бы такой уровень начальный, да, что в принципе со всего, что не возьмись, можно начать. Уже будет хорошо. Но если особенно вы не на начальном уровне, да, и хотите идти вперед, может быть, вы уже выросли из того начального уровня, то лучше спрашивать. Лучше спрашивать у людей. И то, как найти таких людей, просто кому интересно, там, послушать меня рассказывать. Вот. И теперь дальше смотрим. Каждая ступенька состоит из двух вещей. Вот этим красным я нарисовал, что на каждой ступеньке есть свой уровень исследования этим 4 принципам. Я вот привел пример. Тут суть за зуб, да? На этой ступеньке здесь будет уже поставить правую щеку, если ударить коленом. Вот. Это первая часть. Вторая состоит из вещей, которые делать не надо. Первое — это то, что надо делать, часть ступеньки. Вторая часть ступеньки, что делать не надо. А не надо делать вещи, которые разрушают медитацию. И в Бхагават-пуране, вот это все, что я вам рассказываю, написано Шримад Бхагаватам. Это является, то есть если взять Веды, да, то она заполнит весь этот вот комплекс. Вот если Веды как книги взять, это будет весь этот комплекс состоит из этих книг. Их очень много. На всех, начиная от Камасутры, и кончая, все сферы вообще, как лечить людей, как воевать, как общество, какие законы, аюрведа, как архитектура, все сферы человеческой жизни описаны. И также от Макатва знания на душе. И вот, соответственно, когда человек к ним подходит, а в чем смысл? Смысл вот этих всей библиотеки описан в маленькой книжечке, называется Веданта Сутра. Суть всех век, там написано, в чем идея, ради чего и все эти разнообразные книги написаны, к чему они ведут, порой. Но Веданта Сутра не для слабонервных, там очень сложно, для очень умных людей. Там все в маленьких сутрах предложений. И к этой Веданта Сутре есть комментарии, пояснения. Вот этим пояснением является книга Шримад Бхагаватам или Бхагават-пурана. Она есть на русском языке, с комментариями. Вот. И вот то, что я вам рассказываю, я взял оттуда, из первой песни Шримад Бхагаватам. Вот. И там объясняется, что в эту эпоху, в которой мы живем, как бы грубые проявления того, что могут разрушить вот эти 4 принципа, являются вот эти 4 действия, которые записал с этой стороны. Гордость, интоксикация, убийство и неограниченный секс. 4 вещи, которые разрушают эти 4 принципа религии. Вот. И, конечно, я сейчас объясню, кто чего разрушает. Говорится, что гордость разрушает аскетизм. По идее, аскетизм должен приводить человека к смирению. Смотрите, я, допустим, сделал что-то правильно, да? В итоге меня наградили. Какой вывод я должен сделать? Неправильно вывод? Нет. Законы работают. Вывод такой, это работает. Когда делаю так, как говорят либо Творец, либо на моем уровне законы кармы, законы справедливости, если я им подчиняюсь,
у меня будет хорошо. Вот такой вывод человек должен сделать. Почему у меня это появилось? Ну потому что меня наградили законом. Спасибо закону. Правильно, благодарность. Теперь, если я делаю, да, что-то, оно появилось, а я говорю, это я сам. Была у вас, гордились, да, так? Своими способностями, да? Что потом происходило? Да? Каждый раз, когда я начинаю гордиться тем, что вот у меня такие лекции, да, на следующий же раз меня никто не слушает. Говорит, да, ты такой умный, да? Ты такой, да? Сейчас посмотрим. Приходишь, вообще, у меня был страшный опыт. Для йогов читал лекции. Там йога была, на следующий день, через час, нет, через 20 минут я должен прийти и лекцию читать. Прихожу, люди на ковриках лежат. Шавасаны. Кто-то не встал даже. И мне нужно было лекцию давать. Я понял, ну тут мне способности не хватило. Похоже, да, я очень квалифицирован. То есть аскетизм разрушается гордостью. Если вдруг человек начинает гордиться, то вот эти плоды, которые он получил за счет своих каких-то праведных дел, они просто уходят. Вот такая вещь. И даже эти люди, как их там, заключенные, да? Блатные, да? Говорят, гордость правильно разгубила. Ну вот это правда, закон такой. Да, жадность, да? Ладно. А так было бы классно. А жадность тогда из гордости. У цыган есть самое сильное проклятие. Я слышал. Цыган. Он говорит, самое сильное проклятие, чтобы ты возгордился. Когда человек возгордится, это конец. Он все потеряет. Чистота разрушается двумя вещами. Она разрушается одной вещью. Неограниченный секс. Чистота означает бескорыстие. Какие-то неэгоистические желания. Но когда человек наслаждается, когда он испытывает наслаждение чувств, да, у них есть что-то, да? Есть. Просто секс является самым ярким наслаждением чувств. Вот, когда он наслаждает свои чувства, чем больше он наслаждает свои чувства, тем больше он сосредотачивается на своем наслаждении. И естественно, что он меньше начинает замечать окружающих. Вот такая вещь. Ну, про кошку помните, которая у нас кошка работает? Она есть мышь, но она не чувствует, потому что она сосредоточена на языке своем. И вот человек, который просто секс является самым острым наслаждением, поэтому если человек неограниченно наслаждается, нерегулируемо, это приводит к тому, что его чистота разрушается. Поэтому в любой традиции есть ограничения, да? Есть институт брака, да? Вот. Есть какие-то правила, потому что это разрушается. Милосердие разрушается двумя вещами. Да, и когда я говорю, что чистота разрушается неограниченной половой жизнью, это не значит, что вот если я как бы тут урегулировал, то все нормально. Там есть продолжение. Просто это самое грубое проявление. Ну, как бы уже за буйки, не забываем. Но чем дальше человек идет вверх, там он и как бы контролирует свой язык тоже, да, посты там какие-то, он есть все подряд, да, он тоже разбирается. Он уже как-то меньше начинает думать о своих наслаждениях. Просто это самое как бы крайнее проявление. Что вы спросите, а где же здесь воровать? Да? Ну, допустим, милосердие. Милосердие разрушается двумя грубыми вещами. Интоксикация и убийство. Интоксикация. У нас сосед был по площадке. И когда он напивался, у него разыскивали стеклянные. Я в детстве. В детстве силы и впечатления запоминают. Стеклянные, прям смотришь туда, а там никого нет. Никого нет. Стеклянные глаза. И он такие вещи отчекучивал. Неприличные. Нехорошие вещи делал. Утром повторялась одна и та же история. Он ходил, узнавал и извинялся. Он говорит, а я не нужен. Выпросил, извини. И так каждый раз. Но когда он напивался, у него глаза становились
стеклянный мир, он не чувствовал других, соответственно, он делал никакого милосердия в проявлении. То же самое относится к убийству. Вы помните, да? Как я могу стрелять, если там кто-то есть? И когда человек убивает, его сердце становится черствее. Поэтому есть такой принцип, как ахимса, да? Не убивают животных, вот. Ну как-то ограничивают их. Вот, допустим, в христианской традиции 200 дней в году пост на мясо. Ну и на молочку. Да. Ну, то есть улавливаете, да? То есть ограничения есть. Соответственно, допустим, если возьмете ведическую культуру, там тоже ограничивают. Вот убийство животных, я не говорю про людей уже. Там есть ограничения. Потому что это очерствляет сердце. Эту вещь ограничивает. И правдивость, правдивость разрушается, самое яркое проявление, это когда человек азартные игры. Азарт такое чувство, что вот сейчас мне повезет. И он так вот трясет, да? Вот прямо вот немножечко сделается, у меня будет много. Ну, азарт, допустим, если когда человек без билета едет в трамвае. Поймать, не поймать, да? И вот такое напряжение, сосредоточенность, обмануть легко может, да? Вот азарт есть там, когда биржа, да? Как это называется? Форекс, да, Форекс. Мне человек, который занимается Форексом, сказал, что 95% людей ничего не выиграли. А всем хочется. Я говорю, а ты-то как? А у меня принцип есть. Он мне такой принцип рассказал, который позволяет ему, как-то попадать в эти несколько процентов. Вот, хочется же, да, азарт. Конечно, все это азарт, но самые крайние проявления этого азарта, это азартный мир. Меня однажды пригласила женщина после лекции. Она вообще в милиции работает. Вот, но раньше работала в казино. Как-то так вот у меня жизнь. Она кидала шарики в это. И она мне объясняла, как вот надо так вот кинуть, и они попадают куда надо. И даже те люди, которые туда приходят, они догадываются, что там как-то так все равно приходят. Вот она мне рассказывала, как люди там квартиры проигрывали. Вот. И страшная вещь. Человек ничего не может с этим сделать. И вот эти азартные игры, это чувство азарта, что если сейчас очень много, такой драйв такой, сейчас много могут получить, приводит к тому, что человек может очень много неправдости. Это не единственная вещь, это просто грубое проявление. Поэтому каждая ступенька, она ограничивает вот эти вещи и вдохновляет человека следовать этим вещам. Но понять, с чего начать, обратитесь к кому-то надо, кто хочет, обратитесь к тому, кому вы доверяете в жизни. Вот вам, вот где вы находитесь, может вы в самом низу, когда вам повезло, что в принципе с любого момента можно начать. Главное, чтобы те мышцы напрягались, которые помогут вам, в конце концов, идти вверх. И вот это вот называется хорошая деятельность. Ниже своего ступени это то, что зачем наказывать. Завтра я буду вам говорить о тех видах проявления вот этих вот 4 вещей, которые каждый из нас может сделать. Лучше, конечно, под руководством специалиста, но можно и начать и так. Вот, начать с этого. Это работает, захотите лучше, поспрашивайте. Вот, буквально реальные вещи завтра не. И можно я еще скажу немного? Вот, я хотел сейчас еще такую тему обсудить. А зачем наказывают? Зачем страдания приходят? То есть, понятно, значит, если я следую, я иду вперед, да, меня награждают, если не следую, наказываю. А почему через боль? Почему через боль? Можно как-то по-другому? Зачем вот это? Если Творец такой умный, добрый, да, хороший, очень благодарный, почему обязательно как-то вот так? Какой смысл в этой боли? Первое, давайте, я попытаюсь ответить на этот вопрос. Если я что-то не учту, вы тогда напомните, да? Первая причина, почему боль, да? Потому что боль помогает нам понять, что мы сейчас
отклонились от курса. Не знаю, если здесь такие дороги, но я вот видел такую дорогу автомобильную, когда по краям этой дороги такие купышки. И когда ты съезжаешь туда к обочине, да, тебя начинает трясти, чтобы водитель проснулся. Я это рассказывал, в Узбекистане рассказывал, что вот такая дорога, если там трясти начинает. Он говорит, что у нас постоянно трясет. Я понял, что это неудачный пример. Так вот, если чуть-чуть сбоку туда спустить, да, и он начинает трясти. Ты сейчас съезжаешь с дороги. Если он не проснулся, то дальше идут столбики. Понимаете, да? Если он не проснулся, то дальше, да? И чем дальше человек отклоняется от курса, да, тем больнее ему становится. И это полезная боль. В школе мне рассказывали, что были такие динозавры. Ну, правда, были. Мне тоже говорят, что были динозавры. Вот. Кто там, что, но вот наши ученые, да, говорят, что там был какой-то вид динозавров, у него с нервами было, не очень, как-то, дефицит с нервами. Не во все части его тела нервы, так, глубоко проникали. Когда ему начинали грызть хвост, да, то когда он понимал, что ему грызут хвост, то уже половина была съедена. Кстати, если боли бы у нас не было, да? Как-то раз вы утром так чихнете, да, и там печень вылилась. Ой, и там легкие выскочили, это в рекламе было, да? Антитабачные, выскочили вы такие эти, легкие побежали так. Вот. Боль она говорит, что-то не так. Ага, болит спина. Так, значит, что-то там не так, надо лечить. А представьте, боли нет. Расслабился. Поэтому боль, полезная вещь для того, чтобы понять, что что-то происходит неправильно. Это первая причина. Первая причина – боль, ты отклонился. Вторая причина, может еще такие есть варианты, зачем боль? Вот детей воспитываете, боль не делаете? Нет? Чтобы никогда. Запомнилось. Чтобы запомнилось. А что ему должно запомниться? Не знаю, через боль запоминается. Что ему должно запомниться? Так делать нельзя. Как? Вот как он сделал? Да, чтобы он почувствовал, что он совершил что-то неправильно. Потому что вот эта вот кошка, она же, когда есть мышь, она же не чувствует, что ей больно, мышь. А вот если ее саму укусить, кошка-то глупая, она ничего не поймет. Но помните, детей, когда ему, а вот сейчас мы тебе так сделаем. Как, нравится? Помните, так тоже? Нет, смотри, а он же так, он же тоже живой. Поэтому второй, это чтобы почувствовать. Чтобы человек мог почувствовать, как выглядело то, что он сделал с другим человеком. Бывало же так, что вы что-то делаете, а потом с вами такое делаете. Как-то доходит. Я сейчас этот вариант почувствовать, я скажу немножечко по-другому, но более эзотерично. Если это для кого-то будет слишком неприемлемо, вы можете его забыть. Для того, чтобы мы могли почувствовать, что чувствовал Творец в ответ на наши поступки. Потому что мы с Творцом связаны энергетически. Но вот то, что вы чувствуете, да, это то, как он чувствует наши поступки. Но для кого-то эзотерика просто тогда, чтобы он мог почувствовать, что чувствуют другие, когда мы с ними это делаем. Третья причина, зачем страдания, мы забыли это определение страдания. Страдание – это когда, можете записать себе, это определение тоже из Шримад Бхагаватам. Страдание – это когда приходит то, что мы не планировали, то, что мы не хотели, и уходит то, что мы хотели. Правда же, что? Вот это страдание. Приходит то, что мы не хотели, уходит то, что мы хотели. Вот. Тогда больно становится. И третья причина, по которой приходит страдание обычно человека как-то ограничивает. И страдания забирают его что-то. Для того, чтобы ограничить его деятельность. У нас тоже такое существует. Содержать в тюрьму, чтобы диалог не делал больше.
И вот когда приходит страдание, это сразу же ограничивает его возможность действовать. Зачем? Чтобы он хуже не делал. Он неправильно пользуется этими возможностями, поэтому, чтобы он хуже себе не делал, его ограничивает. Если он совсем плохо делает, у него забирают вообще свободу. Он перестает быть человеком. А животные не решают. Животные всегда делают все правильно. Как предписано им. Выбор есть только у человека. То есть третье — ограничение свободы. И у вас наверняка возник вопрос. Если это воспитательный элемент боли, да, то почему же я не знаю, вот, допустим, я что-то сделал, да, а наказание приходит не сразу. Как я буду учиться? Вот было бы понятно, да, как этого котенка, да? Он что-то там наделал, его носом тыкают, что-то он понял, да? Бывает такое, что вы что-то делаете, и вам сразу что-то приходит, и вы делаете, я понял, это за это меня наказывают. Бывает такое? Вот у кого такое бывает, я не видел. Очень хорошо. Это все говорит о вашей праведности. А бывает так, что подумал и приходит. А бывает так, что происходит, а вы говорите, за что? Бывает, да? Непонятно за что. Как же я буду исправляться? И почему? Я не понимаю. Какой смысл? Как же я тогда буду исправляться, если я непонятно за что? Знаете, почему не сразу приходит? Иногда приходит сразу. Это признак благочестия человека. Когда он сразу получает реакцию, он сразу может понять, вот я же говорил, неправильно сделал, вот пришли приключения. Но не сразу приходит, вот по нескольким причинам. Первая причина, что реакция приходит не сразу. Историю рассказываю. В Европе был один проповедник атеизма. Знаменитый был дядька. Значит, собирались. Знаменитый настолько, что не помню его имени, но точно был. Он приезжал куда-то, делал афиши, вешал везде. Докажу, что Бога нет. Интернет-рассылка. 18 лет, 19. Вот, делал, значит, объявление, народ, интересно же, да? Как будет доказывать? Все там как-то верующие, да? Интересно, как будет доказывать? Толпа собиралась, он выходил в центр и начинал, ругаться вверх. И кричал там, Бог, ты негодяй, тебя нет. Нехорошие слова. Потом говорил, туда наверх. Короче, вот у тебя есть 5 минут, если ты есть, пусть молния ударит меня. За все время все смотрят напряженно. Вот такой был действительно. Должен как-то объяснить ему, правильно? 5 минут проходит, ничего не происходит. Он говорит, как? Все. Вот так он проповедовал атеизм. Популярный был человек. Правда, верит человек сейчас? Позже. Почему же не сразу? Пример такой привожу. Когда вы наверняка распечатывали документы на компьютере, да? Windows, да? Вы пишите распечатать. Вы нажимаете распечатать. Что он вам говорит? Печатать, да? Второй документ. Распечатать. А он вам говорит в очередь. Третий документ. В очередь. 15-й документ. В очередь. Вы на 15-й нажимаете, а из принтера вылазит первый. Вы думаете, за что? А компьютер вам говорит, в очередь. Просто в очереди все стоит. Понимаете, очередь есть. То есть первый ответ, почему не сразу приходит. Там просто столько в очереди стоит, что... Нет, часть приходит, помните, как с яблоком, да? Часть реакции приходит мгновенно, да? Но там же еще очередь. Вот такая вещь, очередь. Поэтому не переживайте, там его выскочит быстро. Дядька там помер. Я не знаю, что он там помер. Но он наверное, решает, как это сделать лучше. Как это будет.
внимание. А вторая причина, она даже еще сильнее, чем первая. Просто люди не хотят учиться. Не хотят. Почему не хотят? А потому что если вы сразу наказывали, да, как бы вы чувствовали себя, что хочу, то и делаю. Мы же специально здесь, специальный лев такой, для людей, которые хотят полностью реализовать эту вот идею, я что хочу, то и делаю. И вот смотри, вот это сделаю, мне ничего за это нет. Видишь? Что вы мне тут ерунду говорите? Какие-то законы, справедливость. Смотри, я вот что-нибудь сделаю, ничего нету. Вот как он может реализовать это желание, если бы он сразу без очереди дали объяснение? Он бы не смог это сделать. Поэтому те люди, которые не хотят учиться, окей, тогда они сразу приходят. Тогда для того, чтобы он чувствовать себя, что что хочу, то и делает, он не учится. Не понимает. А для тех людей, которые говорят, а я хочу учиться, я хочу понимать, во-первых, очередь становится меньше, так как карма сгорает. А также, так как есть вот эта потребность, я хочу учиться, то тогда он начинает видеть связь между своими поступками и тем, что происходит. Это относительно боли. Но вы правильно говорите, что нужно ведь учить, воспитывать детей не наказывать. Вот. Есть 3 категории людей. Генри говорит, что есть 3 категории людей. И не всех надо наказывать. Первая категория людей – это люди с первоклассным разумом. Им просто говорят, это нехорошо. Он да, понял, нехорошо. И не делает так. Говорит, нехорошо кусать других людей. А, понял. И не кусать. Какой смысл его наказывать? Он же не кусает, да? Вторая категория людей – это люди со вторым уровнем, второй сорт разума. Говорит, кусать нельзя. Ага, нельзя. А вдруг можно? Сейчас попробуем. Раз, укусил, бум, стукнули. Ага, точно. Нельзя. Видите, полезно, да? Боль полезно. А третья категория людей – это люди с третьим сортом разума, да? Говорит, нельзя. Нельзя, да? Укусил, стукнули. Не понял. Еще, может, не всю сторону укусил? А вот с этой попробуем сейчас. А вот с этой. Вот третий сорт людей, им даже страдания не помогает. Вот. Нам хотя бы нужно вот вторую категорию освоить, что делать выводы. Делать выводы из страданий, что похоже чуть не стало. Но идеальный вариант первый сорт людей, они не надо. Спрашивают, а почему же святые страдают? У них же нет дурной кармы. Иисуса Христа не было дурной кармы. За что же он страдал? Не за всех, а для всех. Для примера. Говорится, что святые страдают для того, чтобы показать другим, как нужно относиться к страданиям. Они не показывают. Они просто показывают их служение человечеству, чтобы показать, как нужно реагировать на страдания, которые приходят. И как же он реагировал на страдания, помните? Господи, прости, мы не ведали, что творят. Ну, то есть он не говорил, он не потрясал кулака, говорил, за что, почему, да? Там, я в этом году был в Иерусалиме, был в этом саду, где вот последний вечер был, да? И там было первое, но он же знал, что с ним это произойдет. Но первое была молитва, да, пусть эта чаша меня. Ну, то есть для чувства это неприятно, знаете, прилюд, раздявить, смеяться. Это позорная смерть вообще. Это так, самых негодяев так казнили. Это очень позорная смерть. Пусть эта чаша меня не умрет. А потом что он сказал? Пусть не моя, но твоя воля будет. Это о чем говорит? Что он так был влюблен в Бога, да? Что это для него было интереснее и больше счастья, чем все остальное. Вот это был лучше. То есть он показывает пример, смотрите, оказывается, как классно быть влюбленным Богом. Больше счастья, чем это, никогда не существует. Это же проверка, да? Как можно понять, насколько человек кого-то любит? Потому, насколько он может отказаться ради него от чего-то другого. Вот, допустим, не знаю, у кого-то телефон, да, как узнать, нравится это, привязан человек к телефону или нет. А вот
заберите и посмотрите, что будет. Если no, значит no, привязан. Так ведь? А если говорит, да, не надо, значит нет. И как мы понимаем силу любви? Она пожертвование, которое человек ради этого способен. И он показывает всем пример, да? Что насколько счастье, которое он испытывает, величественно. Это пример для всех нас. Да? То есть святые страдают не за грехи, они страдают для примера. Для того, чтобы показать пример, как нужно к этому относиться и что нужно делать даже в такой ситуации. Это относительно страдания. То есть итак, страдания это полезно. Ты отклонился, почувствуй, что сделал это с другими. Вот. И страдания не сразу приходят, потому что их там много. И потому что люди не хотят делать выводы многие. Но если человек хочет учиться, он будет видеть связь. Так как и очередь будет меньше, ну и так как он хочет учиться. Страдания, святые страдают не за грехи, они страдают ради других людей. Мы на этом закончим, и завтра я буду говорить наконец-то о том, что с этим делать. Что конкретно нужно сделать, это будет завтра. Вот мой адрес, кому нужно. Там везде А. Спасибо вам за внимание. До свидания.